Что общего между казино Тадж-Махал в Атлантик-Сити, отелем Плаза в Нью-Йорке и несколькими другими гигантскими компаниями? Несложно узнать, что все они принадлежали Дональду Трампу. Но есть еще одно, что их объединяет. Все эти компании обанкротились. Слово «банкрот» зачастую ассоциируется у нас с полным крахом, потерей всего имущества и клеймом на всю жизнь. Но Дональд Трамп, чьи компании проходили через процедуру банкротства 6 раз, не только не потерял все, хотя и в моменте был очень близок к этому, но все-таки умудрился сохранить и даже приумножить свой капитал. Ну и, как мы знаем, стать президентом Соединенных Штатов. Как это возможно? То что, какие-то хитрые схемы? И самое главное, какие уроки из этой истории можем извлечь мы с вами, сталкиваясь с нашими реалиями и российскими законами о долгах и банкротстве? Сегодня я, банкротный юрист с 15-летним стажем, разберу историю банкротств Дональда Трампа. Мы с вами отделим мифы от реальности и выясним, как устроена система, которая позволяет падать и снова взлетать. Я объясню вам, что эта система работает абсолютно во всех развитых странах. Досмотрите видео до конца, потому что выводы, которые мы сделаем, напрямую касаются наших с вами личных финансов и бизнеса здесь, в России. Давайте сразу проясним ключевой момент. Когда вы слышите «Дональд Трамп банкротился», это такое медийное упрощение. Сам Трамп никогда не проходил процедуру личного, персонального банкротства. То есть, как физическое лицо, он не признавался несостоятельным. Все его нашумевшие банкротства – это банкротство его компаний, его юридических лиц. В США, как и в нашей стране, существует фундаментальный принцип. Компания, например, общество с ограниченной ответственностью, в нашем случае, это отдельный субъект права, который имеет свои активы и отвечает по своим долгам своим имуществом. Это первая стена, которая лично защищала Трампа до определенного момента. Все его знаменитые банкротства – это история про бизнес. Именно этим инструментом и пользовался Трамп. Он строил бизнес империи, создавая под каждый крупный проект, в основном это были казино и отели, отдельную компанию. И когда эта компания не справлялась с долговой нагрузкой, он банкротил именно ее, а не себя лично. Это не обман и не лазейка, это фундаментальный принцип современного бизнеса. Для крупных компаний банкротство – это не конец, а зачастую бизнес-инструмент для реструктуризации. Для физических лиц, в том числе и в российском праве, все немножко строже. Если вы, как гражданин, берете кредиты, вы отвечаете по ним всем своим имуществом, за исключением защищенного законом. Но сама логика, которую мы дальше разберем на примере Трампа, очень поучительна для всех нас. Итак, что же это были за банкротства? В основном они касались его отельного и игорного бизнеса в Атлантик-Сити, который он строил с огромным размахом и впоследствии с огромными долгами. 1990 год. Трамп открывает свое самое большое и роскошное казино в мире. Стоимость проекта более $1 миллиарда. Но построен он не на свои деньги, а на заемные, привлеченные через выпуск так называемых мусорных облигаций с бешеной процентной ставкой в 14%. Да, многим в наших текущих реалиях может показаться странным, но на самом деле ставка в 13-14% во всех развитых странах действительно считается очень высокой. Что происходит дальше? Казино не генерирует достаточной прибыли, чтобы обслуживать такой дорогой долг. Всего через год компания, владеющая казино, подает на банкротство. Долги $3 миллиарда, из которых 900 миллионов – это личные гарантии самого Дональда Трампа. Здесь мы видим первый урок. Трамп не стал ждать, пока кредиторы разорвут его на части. Он сам инициировал процедуру банкротства по главе 11 Кодекса о банкротстве США. Это аналог нашей процедуры реструктуризации долгов, которая у нас, к слову, не особо работает. Но что сделал Трамп? Он сел за стол переговоров с кредиторами, держателями облигаций, и договорился: я даю вам 50% акций работающего казино. Взамен вы снижаете мне процентные ставки и даете больше времени на погашение долга. Компания спасена от полной ликвидации и продолжает работать. Кредитор вместо мертвого долга получает долю в работающем бизнесе. А сам Трамп, хоть и теряет часть контроля и личных активов, в частности, ему пришлось продать авиакомпанию, яхту и еще кое-какие личные активы, но при этом он сохраняет свой главный актив – казино. И самое главное, свой бренд. Процедура реструктуризации долгов гражданина в России работает, в теории, работает по схожей логике, если у вас есть стабильный доход. Но вы не справляетесь с платежами, вы можете предложить суду и кредиторам реалистичный план погашения части долга на длительный срок. Это позволит сохранить имущество и комфортно рассчитаться с пассивной частью обязательств. Возвращаемся к Дональду Трампу. Дальше истории повторялись. В 1992 году банкротилось еще 2 его казино. Причины были те же – огромные долги и слишком высокая конкуренция. Схема решения была аналогичной. Трамп подавал кредиторам долю в бизнесе в обмен на облегчение долгового бремени. В 2004 и 2009 годах на банкротство подавала уже вся его холдинговая компания. Общая сумма долгов достигала $1,8
миллиарда долларов. В ходе этих процедур Трамп постепенно снижал свою долю в компании с 56% до 10%, уходя с поста председателя правления, но сохраняя за собой право на использование своего имени. То есть, что мы видим? Это не 6 разных катастроф. Это, по сути, одна большая история о бизнесе, построенном на заемных деньгах и блестящем использовании американского закона о банкротстве. Какой главный урок мы здесь видим? Дональд Трамп использовал банкротство не как признание поражения, а как стратегический ход. То есть он понимал, что кредиторам невыгодно полностью топить огромный бизнес, в который уже вложены миллиарды долларов. Гораздо выгоднее пойти на уступки и получить хоть что-то, чем не получить вообще ничего. Он не относился к долгу эмоционально, а скорее прагматично. Он отделял свои личные финансы от финансов своей компании, и когда бизнес-проект становился токсичным, он, так сказать, ампутировал его через процедуру банкротства, чтобы спасти остальную часть своей империи. Так как же ему это удавалось? Секрет в главе 11 Кодекса о банкротстве США. Упрощенно говоря, в США есть два основных пути для компаний-банкротов. Первый путь – это полная ликвидация. Все, конец, компания закрывается, имущество распродается, и вырученные денежные средства отдаются кредиторам. Второе – это реорганизация. Это путь Трампа. Компания не умирает, она получает защиту от кредиторов, замораживает выплаты по старым долгам и продолжает работать под контролем суда. Ее цель – это разработать план выхода из кризиса. Обычно этот план включает в себя реструктуризацию долга. Часть долгов списывается, часть обменивается на акции компании. Зачастую кредиторам это, конечно, выгоднее, чем полная ликвидация, потому что работающая компания даже с проблемами стоит дороже, чем груда распроданных по частям активов. Трамп гениально использовал этот инструмент. Он убеждал кредиторов: да, сейчас дела плохи, но без моего имени, моего бренда компании рухнут моментально. Если вы меня уничтожите, вы не получите ни копейки. А если дадите мне реструктурировать долг и оставите у руля мой бренд, у вас будет шанс вернуть какие-то денежные средства. И они соглашались, сохраняя ему правление и его имя на фасаде. Он терял долю в бизнесе, но сохранял главное – свой бренд и репутацию успешного девелопера, а также денежные потоки. История Трампа – наглядное пособие по управлению долгами в больших объемах. Ну хорошо, это все Америка, а что нам с этой информацией? Какие выводы мы можем сделать здесь, в России, для себя, для своего бизнеса, для своих финансов? А выводы самые прямые. В определенных случаях нужно разделять бизнес и личные активы. Например, если вы ведете бизнес, особенно в форме ИП, помните, что вы рискуете всем своим личным имуществом. Даже если у вас общество с ограниченной ответственностью, многие банки при выдаче кредитов активно пользуются личным поручительством учредителя или директора. Подписывая договор поручительства по кредиту своей компании, вы фактически ломаете преграды между бизнесом и личными активами. В случае проблем с компанией банк придет лично к вам. История Трампа учит нас тому, что важно избегать личной ответственности за долги юридического лица. Ну и самое главное, банкротство – это законный инструмент, а не позор. И в России, и в США банкротство как юридических, так и физических лиц – это не клеймо. Это цивилизованный способ решения проблемы неплатежеспособности. Ну а Трамп вообще показал, что это может быть частью бизнес-стратегии. Для обычного гражданина в России, попавшего в долговую яму в виде кредитов или микрозаймов, закон о банкротстве физлиц – это такой же законный выход. Это возможность списать непосильные долги и начать жизнь с чистого листа, а не бегать от кредиторов, коллекторов и приставов до конца жизни. И иногда лучше потерять часть, чтобы спасти целое. Дональд Трамп жертвовал долями в компаниях, чтобы сохранить их на плаву. В процедуре банкротства физлица вы, возможно, лишитесь какого-то имущества, кроме того, что защищено законом, например, вашего единственного жилья, но взамен вы полностью спишете неподъемные долги и сохраните возможность зарабатывать в будущем. Действуйте проактивно. Трамп не ждал, пока его бизнес окончательно умрет. Он сам инициировал переговоры и процедуры, также и в личной ситуации. Чем раньше вы признаете проблему и обратитесь к юристу, или даже начнете самостоятельно изучать информацию о банкротстве, тем больше у вас вариантов для маневра. Ну а если вы хотите списать все долги, да еще и без затрат и без юристов, по первой ссылке в описании вас ждет ультимативное решение о том, как это можно сделать. Если кто-то из вас сейчас ухмыльнулся в приступе скептицизма, то также по первой ссылке в описании переходим, и я уверяю вас, что все стереотипы как рукой снимет. Какой вывод мы можем сделать из этой истории? Финансовые проблемы случаются даже у миллиардеров. И даже чаще, чем у простых людей. Победитель не тот, кто никогда не падает, а тот, кто умеет грамотно использовать ситуацию и инструменты, чтобы подняться. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео о финансах и праве простым языком. Ставьте лайк, если это видео было для вас полезным. И напишите в комментариях разбор, какой еще известной финансовой истории вы бы хотели увидеть. Или просто напишите любой комментарий на тему. Желаю вам удачи!